Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это недельный гороскоп. Знаю, вы уже его от меня ждете каждую неделю, поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненькое или уже налили, как вам пришло уведомление. Кстати, ребят, поставьте себе колокольчик для того, чтобы получать уведомления, потому что такая интересная тенденция пошла, что многие просто даже не знают о выходе моего ролика очередного. А сейчас серия осенних гороскопов, и здесь вот такая вот, понимаете, история очень-таки интересная грядет этой осенью, и видео сейчас будут продолжаться и продолжаться выходить. И да, я знаю, водолеи, козероги, раки, стрельцы и львы. У меня перед вами должок. Перед первыми тремя я уже отчиталась. Вы первые на очереди осенних гороскопов, потому что я не успела записать сентябрьский. Прошу меня понять и простить, почему в сутках не 40 часов. Мне бы тогда, наверное, бы хватало. Ну что, ребят, начнем. Сегодня у нас солнечное затмение и либо новолуние в Деве. Очень много различных, конечно, веселые штуки я начиталась в интернете, ничего четкого. Да? Дева у нас четкий знак, я вам про это сколько раз уже говорю, абсолютно земной, рациональный знак, управителем которого является Меркурий и только он, где нам нужно таки четко понимать, куда мы идем дальше. Да? Здесь, конечно же, нужно убирать максимальные иллюзии, что происходит с нами. Вот козероги, раки и водолеи сейчас уже смотрят свои гороскопы, что же там будет у нас осенью. А осень как раз у нас запускается вот завтра, 22 числа. Солнце переходит в первый градус знака Весы, и для нас на всех начинается вот такой отчет активного времени, когда нам нужно таки уметь договариваться. То есть нравится, не нравится, да, нам вот эта вот фраза такая, договориться, не договориться, но весы это такой знак дипломатии, и я хочу сказать, что основная его такая фишка это все-таки уметь сказать в нужное время, в нужном месте правильные слова подобрать. И тогда все будет решаться. Значит, сегодня у нас солнечное затмение, его не все смогут увидеть. Ну, давайте о земном. Если вы проживаете в Австралии, где-то сейчас плывете в Тихом океане, если вы сейчас в Антарктиде, то вы увидите эту прекрасную красоту. Это частное солнечное затмение, частное, то есть частичное. То есть максимальная фаза, то, как и в принципе говорила, будет длиться 4 часа. Это все мероприятие, но максимальная фаза будет, если вы в Лос-Анджелесе, то это 11:06 время. Если вы в Нью-Йорке, это 15:30. Если вы в Москве, это 22:40. Ну и Владивосток, это 4:20 уже в ночь. Понимаете, да? Вот такая история, ребят. Что мы делаем? Мы сегодня просто этот эмоциональный момент своей жизни проходим, мы живем дальше, завтра у нас у всех дела, мы как пчелки все трудимся. И что? У нас Солнце, Меркурий и Луна в весах, в оппозиции с Сатурном и Нептуном. День, хочется сказать, можно мне расслабиться, да, то есть это из напряжения. Из гармоничных аспектов все это добро идут в потрясающих тринах к Плутону, к Урану в том числе. Этого не отнять, это не отнять. Опять же, да, ожидание реальность. Прочитала, что нельзя ничего нового начинать. Ребята, на таком аспекте хочу сказать, что вот завтра самое то, очень классно что-то вот такое мощное начать. Вот прям таки берем и начинаем. 22 сентября потрясающее время для начинаний. Да, можно сказать, новолуние, Луна вот не такая сильная. Но если вы ждали момента начать, действуйте. Потому что если у вас силы есть сейчас, забегаю вперед, спойлер, плюс-минус такие же аспекты без коридора затмений будут у нас в декабре. То есть если вы сейчас ощущаете какое-то нервное давление, напряжение, то в декабре оно будет плюс-минус такое же. Если вы сейчас его спокойно выдерживаете, а нам никогда не даются какие-то вопросики в нашей жизни, которые мы не можем осилить. Понимаете, о чем я говорю, да? Тогда в декабре все будет потрясающе, прекрасно. Вы уже знаете, как открывается эта дверь, как решаются эти вопросы, и вы уже натренированы, в принципе, что вам это
очень легко, как сейчас говорят, на изи, да. Ну что, 22 сентября прекрасный день что-то делать, договариваться, начинать новое, строить бизнес, большие сделки, переговоры, все, что связано с недвижимостью, потому что Луна в оппозиции с Сатурном – это вопросы недвижимости. Это вопрос социального статуса, карьеры, движения вверх, поднятия наверх в том числе. Оппозиция с Нептуном точно так же говорит о том, что мы можем залениться и ничего не делать. Вот прям таки начать себя жалеть. История тоже имеет место быть, но зачем? Но зачем? Зачем нам вот это вот все? Да, у нас, конечно же, в понедельник еще Венера в квадратуре с Ураном. Так себе история выяснять отношения и ругаться. Не надо так делать. Особенно водолеи здесь будьте аккуратны, девы тоже здесь будьте аккуратны, не надо ругаться. Марс у нас в точной квадратуре с Плутоном. Хороший аспект, опять же, повторюсь, что это аспект больших, очень мощных, сильных денег, потому что это точная квадратура, да. Хорошо здесь весам, скорпионом и водолеем договариваться, идти вверх, просить больше зарплаты, идти на новую работу, в том числе будет просто огонь и шедевр. Близнецам, кстати, в любовных отношениях не ругаться, но за свои деньги хорошо бы постоять. То есть нравится, да, вам вот эта вот история со знаками зодиака, кому хорошо, а кому не очень, да. Если нравится, скажите, что нравится. Если нет, ну тогда больше не буду делать. Вот, идем дальше. Вторник у нас 23 число. 23 число, Луна по-прежнему в весах, но в квадратуре с Юпитером. Здесь история претензионная. То есть мы либо недовольны тем, что мы, как правило, естественно, вот нам вчера что-то предложили в понедельник, а мы побоялись, заленились, сказали себе, ой, да ладно, я еще успею, и предложение от нас ушло, да, и это наступил вторник, и здесь мы уже начинаем как-то в последний вагон входить. То есть здесь хороший такой момент для того, чтобы все-таки договориться, для того, чтобы договориться, но не предъявлять претензии без обвинений. Хорошее время, например, для командировки в том числе себе так удочку закинуть, спланировать этот момент, да. Хорошо здесь все поездки, отдых, в том числе нормально получится, да, но опять же говорю, это сильная неделя сентября, да, мощная. Она начинается у нас, можно так сказать, с солнечного затмения. И она такая, и эмоции еще первые несколько денечков, да, какой несколько? Первые 300%, потому что у нас в среду Луна в Скорпион входит, встает в квадратуру с Плутоном, когда мы можем вообще просто горы крутить, да, то есть просто понимаем, что во вторник мы можем где-то просесть, где-то можем начать ругаться. Плохой день для того, чтобы испортить себе репутацию, наоборот, хороший, чтобы испортить, и постарайтесь ее сохранить. Не ругайтесь во вторник, не надо так делать. Но при этом нужно донести свою точку зрения и услышать чужую. Тогда будет идти все хорошо. Хорошее время для обучения, в том числе для усвоения новых знаний каких-то, присмотреть недвижимость. Не получится что-то в этот день такое прям вау, чтобы очень сильно нравилось. Хороший день, очень мощный день для этого – это четверг, забегаю вперед. Но сейчас по порядку давайте. Второй, а, Вторник, второй день у нас вот с Юпитером здесь квадратура, и здесь мы можем просто в силу своей ворчливости не увидеть все те возможности, которые есть. Если вы прекрасно понимаете, чего вам будет это стоить, то хорошо, нормально, отлично для этого день. Помним, что у нас Юпитер сейчас в трине с Лилит. Очень хороший аспект, если со своими страхами побороться, если себе честно в них признаться, тогда получится масштабировать свою деятельность, свой бизнес, свой уровень финансов, достатка, и будет очень хорошая история. Решать имущественные вопросы на этой неделе, первые 3-4 дня, потрясающее для этого время. Понимаете, о чем я говорю? То есть неделя очень хорошо двигаться вперед, прямо-таки продвигать. То есть хотите ли вы съехать, переехать, себе что-то новое купить, ездите, смотрите. Вторник такой день ворчливый, но не для того, чтобы очень сильно ругайте. Просто отслеживайте себя, что здесь ругаться нельзя. Здесь нужно с принятием, с мудростью, с пониманием, и идем дальше.
Среда, 24 сентября, уже говорила, Луна перешла в Скорпионе у нас в обед, в соединении с Марсом, в оппозиции, в квадратуре, извиняюсь, с Плутоном. В день, когда нам хочется много. Вот прям много нам хочется, прям вот. И я даже вам не скажу, что не получится. При этом, при всем при этом у нас Солнце в шикарных тринах с Плутоном и с Ураном. То есть какие-то новые моменты в своей жизни искать, новая работа, новые цели, новые планы, бизнес, качество свои оттачивать, причем сложные знания подключать, и будет здесь тоже прекрасно, очень хорошо. Раки, включаемся в момент, не провисаем, вас вообще ничего не отягощает, отлично. Начинает распадаться квадратура Венера с Ураном, понимаете, о чем я говорю, да? То есть она уже не такая сильная, не такая мощная, она уже не точная, во всяком случае, поэтому если вы до среды ни с кем не поругались, прекрасно, молодцы, идем дальше, ребят. Ну все, в любовных отношениях не надо отягощать и вспоминать, что-то там было, просто моргнитесь, скажите: так, у меня есть другие дела, это потом когда-нибудь к нам вернется. Ну, либо по-дружески скажите своей второй половинке: ну вот как-то вот здесь надо вот это решить, надо вот с этим разобраться, и выясните отношения нормально друг другу, сказав, как есть оно на самом деле с вашей стороны, и будет все прекрасно и хорошо. 24 сентября, среда. Хороший момент вообще, в принципе, для таких больших, мощных, глобальных целей. Вот прекрасный день. Да, Луна, конечно же, нас эти цели и масштабы могут немножко смущать, да. Нас они могут вот так в стопор, да, держать, потому может быть страшно, потому что давление-то от Плутона на Луну — это такая себе история, когда нам страшно, когда мы на панике, когда мы сами чего-то там в голове себе придумали, но мы боимся это сделать, и мы начинаем уходить в агрессию, потому что Луна в соединении с Марсом. Не надо уходить в агрессию. Займитесь спортом, хороший, кстати, для этого день. Начать качаться, бегать 100% хорошо, отлично. Можно, конечно, сходить к психологу, можно оставить комментарий под этим видео, я вам напишу. Можно встретиться с другом, с подругой, поговорить, рассказать, и вам все станет понятно. Но будьте готовы услышать другую точку зрения, которая вам, может, будет не нравиться, но она будет вас раскачивать сильнее. То есть я не скажу, что у нас на этой неделе произойдет что-то такое, что вот нам говорят, они все неправы, и только я знаю правду. Да нет, ребят, нам будет вообще на этой неделе казаться, что нам чего-то там все вокруг говорят, да, а мы что-то стоим и не шевелимся, да, поэтому здесь нужно таки прислушиваться к другим точкам зрения, понимать, что, возможно, мы не пришли туда, куда мы хотим прийти, потому что мы не видим всю картину. Так вот, у нас эта неделя полностью для того, чтобы мы раскрыли всю вот эту картину. И скажу вам, что среда очень хороший для этого день. Хороший день для того, чтобы брать большие проекты, какие-то сделки большие, крупные, тоже хорошие, интересные. И здесь история для того, чтобы не малодушничать. Честно себе сказать: да, мне нравится, пожалуй, вот это, но для этого придется столько всего делать. И сделаете ведь, сделаете, да. И если вы в среду будете это чувствовать, то четверг. Четверг у нас 25-е. К вечеру Луна встанет в соединении с Лилит, но при этом будет в трине с Юпитером. При этом это трин на северный кармический узел. Рыбы, девы, обязательно, обязательно себе ставим большие планы, проекты, цели. Понимаем, что если в этот день нам страшно, да, страшно, и что? И что? Вот нам страшно, мы волнуемся, да, мы переживаем, но при этом нужно двигаться дальше. Вот и все, вот и вся философия. Страшно, понятно, всем страшно. Вы думаете, мне вот не страшно, когда я каждый раз что-то записываю, и я вот думаю, а сейчас как начнете колбасить мне комменты, и там, вот понимаете, вот такую вещь писать, и я думаю, ну, если напишут, значит, это как минимум другая точка зрения, понимаете? И не каждый же гороскоп, он прям котиков гладит, а каждый гороскоп, он разный. И не все это воспринимают, и это тоже нормально. По крайней мере, неделя для того, чтобы нас в прямом смысле растормошить. И это очень хорошо. 25 сентября вечер, четверг, точное, ну прям самый вечер, и на следующий день еще будет у нас еще начало дня. Все точно так же, но Луна уже откатится от Лилит, она по-прежнему в Скорпионе, но в трине с Нептуном
и Сатурном. То есть смотрите, здесь в оппозицию, правда, встает к Урану, да, это 26 сентября, пятница. Хочу сказать, что если мы хорошо проживем, ну то есть как хорошо, мы хорошо проживем в любом случае, но если мы сделаем правильные выводы в четверг со своими страхами, переживаниями, вот опять вот мы не пошли туда, не занялись этим, вот побоялись, да, в прямом смысле, побоялись там больших сумм, побоялись больших физических каких-то своих эмоциональных вложений в том числе, потому что Луна, когда идет по Скорпиону, от нас требуется мощных сил, да, то есть эмоционального интеллекта очень много, умение держать стресс, умение держать нагрузку, давление, да, то есть сразу себе понимаете, что среда и четверг это вот такие дни, да, и пятница, первая половина дня 100% тоже. И уже в пятницу вечером Луна уже встает в точную оппозицию с Ураном, когда нам хочется сказать, так, я устал, я ухожу. Плюсом здесь еще Луна уходит в знак Стрельца, а это вообще мероприятие не приземленное вообще ни разу, да, но при этом трин с Сатурном – это история очень хорошая, если мы берем такие цели с фундаментом, опять же, да, то есть на работе будет работаться хорошо, при этом может сбоить техника, нам будет казаться, что что-то как-то все ломается, гаджеты, все нас не слушает, техника, интернет, все, что связано с Ураном, да, будьте аккуратны за рулем в пятницу вечером, пятница вечер такая будет достаточно эмоциональная, но помним, у нас всю неделю на небе квадратура Марса с Плутоном. Берем большие сильные нагрузки. Марс уже, конечно, тоже ушел в Скорпиона, да, и эта история, когда если мы хотим больших денег, то есть нам нужно выработать в себе выносливость. Выносливость, держать силу, держать мощности и понимать, чего нам будет стоить та жизнь, на которую мы рассчитываем. А мы скажем честно, ребята, если вы все смотрите мой гороскоп, а вы уже почти больше 1000 каждую неделю смотрите недельный гороскоп, то есть это все те, кто постоянно прямо его ждет. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть вы как минимум те люди, кто хочет себе подложить тростиночку, как-то разрулить кризисы в своей жизни, их решить и как минимум где-нибудь там отдаленно хотите, ну, как максимум улучшить свою жизнь. То есть многократно. И это нормальная история. У нас как раз-таки грядет осень, когда вот эта неделя сентября, она такая решающая. То есть заходите в проекты, делайте нечто новое, делайте много. Да, можно в пятницу вечером, конечно, и уволиться одним письмом. Но смотрите вдаль, что у вас. Если вы уходите в закат, потому что оппозиция Луна-Уран – это когда мы уходим в закат, когда мы ругаемся, когда мы выходим из отношений. Мы ругаем, кстати, можно здесь поругаться с мамой, с женщиной, с любимой, с женой, с подругой, с подругами, то есть неважно какого вы пола, да, то есть сейчас рассказала, потому что Луна – это прям вот женское-женское. И здесь, дорогие, нужно прямо-таки аккуратненько. Можно поругаться на работе, особенно если у вас Луна отвечает за дом финансовый, 2, 6, 10 в том числе, да. Можно. Вопрос. Здесь у нас еще Луна в потрясающем трине с Сатурном. То есть если вам есть куда уходить, это потрясающее решение. Если вы уходите в закат, такое. Такое себе, да. Не надо так делать. Посмотрите все риски, потому что следующий день, 27 сентября, у нас Луна в квадратуре с Венерой. Да, Луна в Стрельце. Это когда мы такие классные, тусуемся, нам весело, и мы не думаем о том, что будет завтра, да. Но Марс-то с Плутоном еще никуда не разошелся. Вообще нет. Венера в квадратуре с Луной – это история, когда нам сложно с женщинами договориться. То есть сложно устраивать взаимодействие, поэтому здесь будьте аккуратны. При этом, при всем, если мы договариваемся, если мы понимаем, что у нас здесь грядет кризис и скандал, то есть это пятница и суббота, то мы максимально в это вкладываемся, чтобы не поругаться. Почему? Потому что отношения, которые нам нужны будут этой осенью, закладываются вот сейчас, в сентябре. И вся тема отношений – это весь октябрь до нового лунного цикла 21 октября.
новый лунный цикл, там начнутся уже другие истории, но там тоже у нас отношения, там у нас Уран вообще будет бушевать в оппозиции с Лилит, с Марсом, Меркурием, с Венерой, это весь ноябрь. Поэтому, ребят, понимаете, да, насколько нам нужны отношения, отношения долгосрочные, то есть и нам нужны и те люди, с которыми мы взаимодействуем, они тоже нужны, потому что основная валюта этой осенью – это люди, связи. Не социальные сети, не интернет, это люди, вот те люди, с кем мы взаимодействуем. Тогда мы сможем как раз-таки все вот эти вопросики, которые нас с вами ждут, разрулить, и все у нас будет хорошо. Но для этого нужно что? Уметь очень четко, таки красиво разговаривать, понимать, что нужно нам, понимать, что нужно человеку. А для этого нужно что? Выслушать. Понимаете, о чем я? И 28 сентября Луна у нас в Стрельце, но на квадратурах к кармическим узлам. То есть делать то, что нам хочется, будет максимально сложно и идти вперед, да, захочется вот тусоваться, захочется как-то вот расслабиться. Здесь, в принципе-то, и можно день посвятить расслаблению. Заканчивается вот эта оппозиция Сатурна с Солнцем, Нептуна с Солнцем, то есть сильная неделя была, понимаете, о чем я говорю? Неделя сильная, неделя мощная, да, у нас уходят какие-то моменты, и следующую неделю, если забегать вперед, мы будем все пересматривать свои финансовые траты, насколько мы уходят у нас они не туда, насколько они рациональные, нерациональные. Мы все это не любим, согласитесь. Мы вообще хочется как бы вот тратить куда хочется, да. А здесь нам придется не то что отказаться от лишних трат, пересмотреть. И когда придет здравое ощущение и понимание того, что как-то мы вот свои кровно заработанные отправляем в воздух, а их нужно пускать в дело. Вот когда придет это осознание ценности своего труда, и ценности потраченных своих же денег. Понимаете, о чем я говорю? Неважно, в какой они валюте, ребят. Здесь главное понимать, что наш труд, он ценен, и от этого зависит наше здоровье. То есть это основная история. Наши финансы очень сильно зависят от нашего здоровья. И наоборот. То есть здесь, когда я упоминаю, вопрос мне очень часто пишут, почему я не говорю про здоровье, да? Ребят, ну, во-первых, про здоровье говорят врачи, люди, которые имеют стопроцентную компетенцию. Я лишь могу, конечно же, сказать и открыть, где искать вопросики, где нужно что-то подлечить, но рецепты все выписывают врачи. У меня нет 8-10-летнего образования, и вообще врач-доктор – это тот человек, который всю жизнь на это учится. Вот я определенную часть своей жизни и продолжаю учиться в астрологии, вот это моя компетенция. Но врачевание – это не ко мне, да, поэтому у нас финансы очень сильно взаимодействуют с здоровьем для того, чтобы не хворать и не говорить, почему у меня как-то вот оно все не так клеится, почему я раскисаю. Необходимо понимать, куда уходят ваши силы. Ваши силы – это витальность, есть такой фактор. Как мы чувствуем себя, как мы работаем, где мы работаем, нравится ли нам это место, проигрываются ли там все наши качества, с которыми мы пришли сюда в эту жизнь, да, насколько мы кайфуем. И вот это потрясающее, кстати, осознание мудрое должно прийти именно в воскресенье, 28 сентября. Да, ребят, тогда это будет принять непросто, непросто, но это очень важная история нашей жизни, которую почему-то сейчас мы не замечаем. Люди думают, что нужно подкачать здоровье, различные БАДы, вот это вот все. Да нужно просто понимать, что мы делаем, для чего мы делаем. Потому что если нам, в принципе, наша жизнь не нравится, она нас раздражает, наша работа, наши отношения, потому что в отношениях мы лжем, мы не ведем себя так, как мы себя хотим, ну, как мы хотим прожить эту жизнь. Мы там кто-то втягивает живот, да, сейчас девочки поймут, кто-то скрывает свой «я хочу вот это вот изобрести». Мужчины же очень как? Часто они же закрыты, женщины-то думают, что очень часто они закрыты в отношениях, да. Основная повестка этой недели, первые 4 дня – это Венера в квадратуре с Ураном. Эта история, почему многие рвут отношения? Потому что они не искренние. Когда мы искренне чувствовали, когда мы говорим правду, когда мы не скрываем какие-то моменты своей жизни, когда мы не втягиваем живот, когда мы говорим, дорогая, я хочу вот это сделать, я хочу работать вот там-то, вот там-то. Знаете, ну, когда в подростковом возрасте у нас друзья есть, и мы вот перед ними вот такие все классные, мы такие открытые, да,
И нам вот весело. Почему многие вспоминают подростковый возраст, возраст 20 лет, да, до 25, когда в жизни все, оно вроде как легко получалось. Почему? Да потому что мы были легкие, мы не построили вокруг себя вот такую вот историю, да, где мы себе стену, да, каркас, где мы себе лжем, потом мы себе лжем и уговариваем себя, что нам нравится работать на этой работе, потому что здесь вроде как большие деньги, потому что эта работа даст нам статус, мы купим на эти деньги себе автомобиль, который нам нужен только для того, чтобы пустить пыль в глаза, и нам скажут, ой, какой ты классный, какая ты классная. То есть вот это вот вся история, да, или кто-то выходит замуж, женится, чтобы вот статус тоже вот этот вот получить, но в отношениях люди несчастны, потому что люди не искренни. А что, если начать разговаривать по душам? А что, если начать себя вести, как со своими друзьями в подростковом возрасте, со своей второй половинкой? Вот просто вот так вот взять и сказать, а я вот это хочу сделать. Представляете, как изменится сразу вот этот аспект Венера с Ураном в квадратуре? То есть у вас сразу появится такой мощный тыл. А что, если в работе вы наконец-таки начнете, да, сейчас вы работаете на той самой работе, но вы поняли, что вы хотите чем-то другим заниматься? Понимаете, о чем я говорю? И вы уходите, вот там начинаете заниматься, и у вас начинает идти в рост. В рост обязательно пойдет, потому что вы будете гореть этим делом. Почему у многих вопросики? Работаю уже много лет на одном месте, и мне не нравится. Мне не нравится, да, деньги что-то там идут, но я просто как каторгу отрабатываю, да. Для этого, кстати, есть финансовый гороскоп, ребята, ну, зайдите на канал, посмотрите для каждого знака зодиака. О чем здесь история? Потому что мы сами себе не искренни. Мы выбрали работу для каких-то таких плюшек. Время очень сильно изменилось за последние 2-4 года. Очень сильно изменилось, да. И это история, которую нужно прям таки понимать. И ваша жизнь тоже изменилась, да. Но плохо, когда она не меняется. Нету вот этих изменений. И здесь нужно таки эту историю просто понимать, что когда мы не искренни в своих основных вещах, естественно, у нас ощущение, что мы выживаем. Мы выживаем в отношениях, мы выживаем на работе, мы выживаем в уровне жизни, а может быть мы тратим все свои средства вообще не на то, а пытаясь кого-то удивить. Очень основной аспект всю неделю тоже будет работать, и даже следующую, это Юпитер в трине с Лилит. Когда мы вот в своих вот этих умозаключениях покопаемся, да, потрясающий аспект, гармоничный, не будет, кстати, подкидывать нам таких очень сложных моментов и вопросиков, да, но они все будут такие очень важные. Поэтому, если вы досмотрели до конца, вы понимаете, почему мы тормозим на одном месте. Потому что нужно таки понимать, что мы все здесь для того, чтобы наработать определенный багаж, навыки определенные. Кому-то интересно одно крестиком вышивать, кому-то интересно высаживать помидоры, кому-то хочется что-то изобретать, и вот эта вот история постоянно что-то тестировать вызывает у человека и невероятный интерес. Для кого-то это просто невероятная грань занудства. Но опять же, занудство – это обратная грань терпения. И я не могу сказать, что это плохое качество, да. Просто посмотрите на свою жизнь под разным углом, и здесь будет тогда все предельно понятно. Ребята, я вот с такими эмоциями заряжаю вас на эту неделю. Она обещает быть продуктивной. Если мы захотим, конечно же, посмотреть на свою жизнь по-другому, если мы готовы принять чужую точку зрения, но она не всегда плоха, ребят. Конечно, она нас настораживает, это немножко так по нашему самолюбию, по нашей гордыне так бьет. Ну а почему нет? Почему нет? Пусть немножечко мы вот так вот растрепимся и поймем, что есть основной фундамент. А есть ли он вообще у нас в жизни, этот фундамент? Эта неделя очень хороша для того, чтобы строить себе фундамент. Где он у вас будет? В какой части планеты? Где вы хотите жить? Где вы хотите быть? Или, может быть, вы вообще дожили до определенного возраста 37, 38, 39 лет, и вы вообще не можете понять, кто вы в своей жизни себя, не жили эту жизнь, как хотите вы. И это такой, знаете, вопрос для многих откровенный, и он пугает, потому что очень много людей, к сожалению, к развороту вот этого к возвращению кармических узлов, а это случается в 36, 37, 38 лет, понимают, что они жили эту жизнь на 3% из 100. Они вообще свою жизнь не жили, что делали как надо, как получится, лишь бы вот что-то. А что, если начать вот сейчас, вот у нас солнышко вот делает как раз-таки вот эту интересную манипуляцию на небе,
и сейчас просто сказать себе, а кто я? Что я хочу? Вот, берем и пишем. Пишем себе просто про себя, что я всегда хотел делать в возрасте подростковом, возрасте до 25 лет, потому что, как правило, там мы были эмоциональны, там у нас гормоны у всех пылали, да, и там мы делали то, что мы хотели. Просто нужно для этого создать приземленный фундамент для того, чтобы прожить следующие годы своей жизни очень-очень хорошо. И не надо здесь сидеть и думать, что если вам 40 лет, то жизнь закончилась. Я хочу сказать вам, что в 40 лет детство закончилось, и начинается только та самая взрослость, когда вам подвластны другие деньги, другие амбиции. Если вы сидите и говорите, что мне в 50, уже все. Ребят, в 54, 55, 56, 57 кармические узлы слова делают полуоборот. Вы о чем вообще? Вы вообще о чем? Поэтому закрывайте вот эту историю «я все, я уже свое в этой жизни сделал». Вообще ничего не все. Поэтому, ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вот то, что нужно, вы сегодня услышали и пошли заряженные в следующую неделю. Она будет очень классная, если мы будем делать. А я все-таки советую вам делать. Ну что, ребята, если остались вопросы, оставляйте в комментариях дата, время, место рождения и ваш вопрос по классике в конце актуальной ролики. Ну, я, конечно, знаю, что опаздываю, но я очень сильно тороплюсь. Вам новые видео, новые гороскопы на осень, конечно же, опубликовать. Ну что, до следующего ролика. Пока-пока.